Всем привет! Снова осень и снова мировая суета, связанная с обновлением линейки продуктов. Mini Motors не исключение. Этой осенью компания представила новую модель Dualtron X с приставкой Limited. Но это не простое минорное обновление, типа прикрутили 3 фары и хорошо. Нет, это обновление можно смело назвать мажорным, то есть глобальным. Что же такого эволюционного компания внедрила в своего флагмана? Давайте разберемся. Самокат поставляется в большой коробке весом 106,5 кг. Как и все топовые представители разных линеек Dualtron, X Limited упакован в сборную алюминиевую транспортировочную раму, из-за чего процесс распаковки, во-первых, не быстрый, во-вторых, требует инструментов и, в-третьих, сноровки. Внутри на деке разместилась коробка с зарядным устройством, набором ключей и прочими аксессуарами. Сам самокат притянут к транспортировочной раме декой посредством полипропиленовых стриппинг-лент. Чтобы извлечь его из плена рамы, нужно открутить как минимум 16 винтовых пар болт-гайка. Ну вот и он, Dualtron X Limited во всей своей красе. Первое, что бросается в глаза, огромная обрезиненная дека. В сравнении с предыдущей моделью X2 Up и дека, и колесная база стали длиннее, как и внешние габариты. Подвеска на первый взгляд осталась прежней, но это только на первый взгляд. В X Limited установлены другие пружинно-масляные амортизаторы, которые исключают пробитие подвески, даже будучи нагруженными тяжелыми райдерами в 100 плюс килограммов. За счет большей длины на боковое пространство деки влезли не только зарядные порты и логотипы с подсветкой, но и выделенные красным цветом дополнительные радиаторы охлаждения контроллеров. На X Limited установлена подножка новой конструкции. Она также настраивается по длине, но теперь выглядит более стилистически выдержанной и красивой. Тормозная система гидравлическая, 4-поршневая, дисковая, от NAT. Диски имеют свою разболтовку, аналогичную другим моделям Dualtron. Размер дисков 160 мм. Штатная резина от CST размерностью 125 на 60 на 7 или 13 на 3 дюйма. На крышках мотор-колес выгравирован только серийный номер, без указания мощности. Как было сказано выше, на Dualtron X Limited установлены более мощные пружины с усилием в 950 фунтов на дюйм, против 750 в предыдущей модели линейки X. Степеней регулировки осталось по-прежнему 19. Перейдем к освещению и подсветкам. Инженеры Mini Motors переделали почти все световые приборы. Самое явное отличие – 3 фары вместо одной. При этом это новые фары, которые мы уже видели на флагмане линейки Victor. Мощность каждой 30 Вт. Общая мощность головного света, заявленная производителем, 100 Вт. Но 3 по 30 – это 90. А где же еще 10? А они в деке. Теперь вместо пачки маленьких глазков в переднем торце деки красуются 2 линзованных фары ходовых огней по 5 Вт каждая. Да еще и со светящимся вокруг кольцом, которое также выполняет роль аварийки и поворотов. Управление всем этим хозяйством несколько странное. Для того, чтобы все заработало, необходимо включить правую кнопку на рулевой колонке. При этом начинают работать RGB-подсветки, верхняя фара и нижние фары ДХО. При нажатии на кнопку, расположенную слева на рулевой колонке, включаются 2 нижние фары. Когда весь свет включен, на пульте, расположенном на руле, нижняя правая кнопка управляет включением RGB подсветки ДХО, а большая верхняя кнопка управляет всеми 3 фарами одновременно. Немного необычно, но привыкнуть можно. Существенно переработан дизайн задних сигнальных огней. Теперь они выполнены в виде икса, лепестки которого играют роль габаритов, а центральная часть – мигающий стоп-сигнал плюс повороты. Кроме того, на задних упорах для ног появились желтые габаритные светильники. Не функционально, но смотрится очень красиво. Кстати, логотип на рулевой колонке стал объемным, и теперь он светится синим цветом, так же, как и курок акселератора. RGB-подсветки на рулевой стойке, боках деки и декоративных накладок на колесах не претерпели изменений и перекочевали из предыдущей модели. Зарядных порта основной деки по-прежнему 3. 2 расположены по левому борту деки и дополнительный по правому. Внутри откоса рулевой стойки обнаружилась наклейка с серийным номером, указанием элементов и данными батареи. Здесь же спрятался электрический клаксон и провода, идущие к нижним фарам.
Кабель-менеджмент на таком же высоком уровне, как и в предшествующей модели. Все убрано в гофру, ничего нигде не торчит и не болтается. В верхней части рулевой стойки имеется зарядное гнездо на 2 стандартных USB-порта для зарядки смартфона или других гаджетов. Гнездо имеет подсветку. На руле царствует огромный по самокатным меркам цветной LCD-дисплей, на котором отображается вся нужная райдеру информация. Углы обзора на высоте, как и яркость, которая, кстати, регулируется. Под дисплеем всего 3 кнопки. Кнопка Power. Длительное нажатие включает или выключает самокат. Короткие нажатия переключают скоростные режимы, которых насчитывается 5. Средняя кнопка Set. Короткие нажатия переключают вывод информации о текущем напряжении батареи в цифровом или процентном значениях. При удержании включается эко-режим, который также можно настроить по своему желанию. Кнопка Mode. Короткие нажатия переключают вывод на экран часов или показания одометра. Нажатие и удержание вводит в меню изменения параметров самоката. Здесь стоит сказать о некоторых нюансах. Конечно, можно по классике изменять параметры прямо кнопками на бортовом компьютере. Но, во-первых, это не совсем удобно, а во-вторых, и это главное, с кнопок доступны далеко не все настройки. Гораздо удобнее воспользоваться приложением для смартфонов. Но и здесь есть пара подводных камней. Не все смартфоны, на Android точно, могут подключиться к БК по Bluetooth, и сопряжение занимает некоторое время. Кстати, без регистрации в приложении не удастся получить доступ к настройкам. Зато после выполнения условий вы получаете полный доступ к настройкам и управлению функциями самоката. Кстати, экранное меню на смартфоне куда более информативней, имеет гораздо больше иконок прямого быстрого доступа к основным функциям, а спидометр в приложении может по желанию отображать скорость по БК или по GPS. А разница между ними составляет целых 7 км в час. Ну и не следует забывать, что настройка RGB подсветки осуществляется только через приложение. В общем, мы настоятельно рекомендуем все делать через приложение. Тем более, что зарядные USB-порты, имеющиеся на борту самоката, вполне позволяют пользоваться смартфоном без ограничений по времени. По традиции предлагаем заглянуть в некоторые узлы самоката – мотор, батарею, контроллеры. Заглядывать будем в переднее мотор-колесо, и его демонтаж начинается со снятия защитной оплетки с кабелей, потому как, во-первых, нужно освободить проводку, а во-вторых, там находятся разъемы, позволяющие комфортно снять колесо, без разбора всего самоката. Поэтому после разматывания оплетки надрезаем защитную термоусадку и разъединяем фазные провода. Помимо этой проводки необходимо отключить разъем кабеля, идущего к подсветке. Откручивание гаек колеса прошло успешно. Кстати, оцените количество фиксатора резьбы на оси мотора. А дальше нас ждал неприятный сюрприз. Стопорная шайба никак не хотела слезать с вала, а не сняв шайбу, не получится снять само колесо с перьев вилки. Была опробована куча различного инструмента, даже сняли тормозной калипер. Однако это не принесло положительного результата. После более тщательного исследования причины стало понятно, что колесо каким-то образом сместилось вперед, и резьба оси зажала стопорную шайбу. Пара ударов резиновой киянкой по покрышке посадила ось чуть глубже в вилку, и стопорная шайба освободилась. Второй важной деталью было не повредить кабели, продетые сквозь отверстие на вилке. Оно уж очень узким оказалось, но все прошло успешно. Можно заметить, что провод из мотора выходит на сторону тормозного диска, что не есть хорошо, ибо при необходимости его замены придется разбирать и отключать провод колеса. Винты тормозного ротора были посажены на синий фиксатор резьбы. Вторым сюрпризом стала декоративная накладка в виде икса. Она очень плотно сидела на валу двигателя и никак не хотела сниматься. Все попытки снять ее без нанесения дефектов не привели к результату, поэтому мы приняли решение разобрать все до винтика, но, как говорится, беда не приходит одна. Инженеры Mini Motors почему-то решили посадить винты, удерживающие вторую крышку, на неразъемный фиксатор. Зная, из какого пластилина сделан китайский крепеж, мы не рискнули срывать винты на холодную. Поэтому в ход пошла газовая горелка. И даже после прогрева винта он срывался с большим трудом. Но в конце концов все прошло удачно. Пара ударов киянкой через деревянный чурбак, и мотор поддался.
Обмотки на моторе уложены хорошо, нигде ничего не торчит. Ламели магнитопровода чистые, без ржавчины или других дефектов, как и магниты внутри ротора. Ширина магнитопроводов статора, как и ширина магнитов ротора, соответствует заявленным производителем 80 мм. Подшипник в корпусе ротора 6202RZ оборудован сальником с правильно установленной манжетой. Подшипники в крышке мотора 6004RZ также оборудован сальником. Ввод кабеля в ось мотора и места подключения к обмоткам обильно промазаны разными герметиками отличного качества. Перейдем к вскрытию деки. Первым делом откручиваем винты крышек подставок под пятки. Затем отсоединяем разъемы подсветок, отвинчиваем 4 винта, держащих основу для сидения, и снимаем ее. Далее откручиваем 16 винтов, удерживающих крышку деки, и вот мы внутри. 3/4 внутреннего пространства деки занимает огромная батарея. На наклейке можно разглядеть серийный номер батареи, характеристики и состав 23S12P с током разрядов 150 А. Для освобождения контроллеров откручиваем винты, соединяющие сразу накладки радиаторы, деку и корпуса контроллеров. Между дополнительным радиатором и декой видим термопасту. Уже хорошо. Извлекаем контроллер и видим, что между его корпусом и декой есть термоинтерфейс. Контроллеры 84 вольта 70 ампер. Все без обмана. Заметили, что одна из стенок контроллера, которая касается стенки деки, более толстая по отношению к остальным трем. Она не гладкая, а ступенчатая. Толщина в тонкой части 5 мм, а в толстой 7. Общая высота контроллера 50 мм, ширина 78 мм, а длина составляет 100 мм. Вскрываем боковую крышку, чтобы заглянуть внутрь контроллера, и нас встречает компаунд. Впервые Mini Motors залила свой контроллер компаундом. Причем компаунд не мягкий, и извлечь его без ущерба для радиоэлементов не удастся. Что ж, пришло время покататься. Небольшая ремарка. Температура воздуха на улице составляла порядка 3-5 градусов в оба съемочных дня. А во время городских покатушек, как видите, асфальт был мокрым от прошедшего накануне дождя. Вот сейчас отлично видно, как, несмотря на всю мощность, самокат спокойно едет со скоростью пешехода, не пытаясь рвануть и уйти в точку. Да, ускорение стало более мощным в сравнении с предыдущими версиями, но за счет действительно плавного старта, благодаря новым контроллерам, их прошивкой и бортовому компьютеру, отсутствует резкий рывок с пробуксовкой покрышек. Несмотря на приличные габариты и массу, Dualtron X Limited отлично чувствует себя и на узких дорожках, проложенных во дворах, сохраняя маневренность, и на городских автомагистралях. При этом бордюры и дорожные полицейские разных профилей не являются проблемой для подвески. Она отлично нивелирует все неровности. Кроме этого, заложенная в прошивке правильная настройка рекуперативного тормоза добавляет прогнозируемости в режиме разгон-торможения. Самокат не пытается скинуть райдера с себя через руль, как было во всех предыдущих моделях Dualtron. Над этим инженеры Mini Motors очень здорово поработали. Что касается скоростной езды, то увеличенная колесная база и вес, вкупе все с теми же контроллерами и прошивкой, показывают отличные результаты. Самокат на дороге ведет себя устойчиво, на воблинг нет намека даже на скоростях после 80 км в час. При этом условия для поездки были отнюдь не идеальными. Низкая температура воздуха, влажность и очень сильный боковой ветер. В совокупности всех нюансов до скорости 60-70 км в час эта самая скорость практически не ощущается. Осознание быстроты езды приходит примерно после 80 км. Но волнение или страх быстро проходят, поскольку даже на высоких скоростях устойчивость, предсказуемость и маневренность никуда не деваются. Нам удалось разогнать самокат до 104 км в час. При весе райдера с экипировкой около 90 кг и, напомню, при сильном боковом ветре с низкой температурой воздуха. Следует отметить, что максимально возможную скорость самокат набирает постепенно, не взлетая до максимума за несколько секунд. Что мы имеем в сухом остатке? Новый бортовой компьютер с гибкой системой настроек, включающих новую систему безопасности от угона
интегрированная настройка плавности хода, исключающая установку сторонних решений, возможность в будущем интегрировать модуль GPS и много других полезных и интересных функций. Я думаю, что скорее всего мы увидим этот компьютер во всей будущей линейке Dualtron. Обновленные контроллеры специально настроены на совместную работу с новым бортовым компьютером. Исправленная версия элементов батареи от мирового лидера. Удлиненная версия деки, напрямую влияющая на безопасность езды и вмещающая батарею большей мощности. Более энергоемкая подвеска, выдерживающая большие нагрузки, что является плюсом для тяжеловесов. В целом, компания Mini Motors провела большую работу над ошибками и учла все пожелания пользователей по всему миру. Ну а если вы хотите познакомиться с самокатом ближе, добро пожаловать в наш шоурум. С вами был Алексей, dualtron.ru. Не забудьте подписаться. А пока-пока.